Необходимой противоположностью, другим полюсом современной философской ситуации является так называемая континентальная мысль или континентальная философия. Если название аналитическая философия еще имеет хоть какой-то, пусть и ограниченный смысл, то континентальная философия — это просто абракадабра. Понятно, о каком таком континенте идет речь. Разумеется, с точки зрения англичан это Европа, но можно было бы спросить, почему не Америка, почему не Африка, почему не Австралия, ведь это тоже все континенты, и на них есть философы. Значит, каждый из этих континентов может называться континентальной философией. Однако еще более интересным противоречием является то, что многие выходцы как раз с европейского континента и были классиками и основоположниками аналитической философии. Мы уже говорили о Махе, о Витгенштейне, о Поппере, до них о Конте. Таким образом, одно название следует все-таки содержательной стороне, другое чисто географической привязки. Естественно, что подобная мелочность до добра не доводит, и поэтому название это, казалось бы, от него должны были давным-давно уже отказаться, но почему-то оно прижилось, по крайней мере в англоязычных странах, и до сих пор на полках книжных магазинов, в программах преподавания разных университетов встречается это стрёмное и абсолютно бессмысленное словосочетание. Однако стоит разобрать более подробно, почему же был выбран в качестве врага правильной научной аналитической традиции некий странный, иррациональный, сомнительный континентальный противник. В основе, как всегда, лежит обычная политика, а именно имеющая огромную многовековую традицию неприязнь англичан к французам, немцам и остальным континентальным европейским народам. Имеет место недоверие к более развитой, более глубокой, более совершенной немецкой философии со стороны англичан и американцев. Наконец, следует сказать, что различия в исторических судьбах разных европейских государств сыграли здесь также очень значительную роль. Великобритания, начиная с середины и особенно конца XVIII века, становится мировой державой. Она все быстрее и быстрее распространяет свои щупальца в разные точки планеты, образуется Британская империя и формируется так называемая англофонная глобальная система, то есть система народов, стран, организаций, говорящих и пишущих на английском языке. Эта система англофонная существует до сих пор, она никуда не делась, она скорее даже расширилась за прошедшие 150-200 лет. И, естественно, всюду, где есть большой размах, есть также и тенденция к монополизации. Есть тенденция к тому, чтобы считать себя центром мира, свою науку единственно верной наукой, а все остальные научные традиции, другие народы, занимающиеся наукой или философией, в лучшем случае дополнительными, интересными лишь как курьез и дающими просто пищу для забавы или поводы для опровержения. Именно это и случилось с английской философией в XIX и особенно в XX веке. К этому приплюсованы оказались результаты двух мировых войн, крайне неблагоприятные для Германии. Затем наложилась на это атмосфера холодной войны, в которой, как ни странно, хотя большинство европейских, западноевропейских государств не было в зоне советского влияния и напротив, были весьма противоположны марксизму и прочим движениям красным. Тем не менее, так или иначе, наследие Второй мировой войны, наследие нацизма, наследие Гитлера и Муссолини приводили к той несложной мысли, что всякая европейская мысль, если дать ей слишком много воли, если оставить ее без контроля некоего абстрактного рассудка, имеющего правильную политическую окраску, эта мысль неизбежно приводит к ужасным политическим последствиям, к войнам, к геноциду, к
несвободе и так далее. Чего не происходит якобы, или что, по крайней мере, невозможно с точки зрения английской и американской правовой, государственной, политической мысли и ее специфической философской традиции. Однако существует фигура, которая имеет почти равное значение и, во всяком случае, неоспариваемое значение вехи в истории философии, как для англичан и американцев, так и для континентальных европейцев. Это, разумеется, Кант. Не заметить Канта было сложно, хотя некоторые пытались, в частности в Англии и Франции в самом начале XIX века. Но, конечно, долго это продолжаться не могло, и в конце концов они были вынуждены как-то признать и приспособить кантовскую философию, критицизм к своим национальным интересам и повесткам дня. Происходило это поучительно, в разных странах по-разному, но в целом Кант признается как своего рода осторожный, вдумчивый, не делающий неосторожных пагубных шагов в области мысли ученый, которого, конечно, признать последним словом мысли или науки нельзя, многие взгляды которого выглядят странными с точки зрения англосаксонской культуры и быта. Но тем не менее, все-таки он великий, значительный, мы все его ученики, мы все от него происходим и продолжаем в определенной степени некоторые его идеи или тенденции. А вот все, что происходило сразу после Канта, то есть, собственно, вся немецкая классическая философия, весь немецкий идеализм, вот тут-то и начинаются затыки. Поскольку все три великих немецких идеалиста, Фихте, Шеллинг и Гегель, были, с одной стороны, очень близки друг к другу и по времени, и, в общем-то, лично, если учесть, что все они имели довольно тесные контакты, по крайней мере, в первой части своей карьеры. Они были либо учениками, либо учителями друг друга, соратниками, а затем соперниками. С другой стороны, тот неоспоримый также факт, что их философии не являются тождественными или даже очень близкими, хотя опять-таки имеют некую генеалогическую связь, родство, как если бы речь шла о нескольких видах животных, которые происходят быстро друг от друга, но тут же начинают сильно отличаться от своих предков. Вот чтобы увязать как-то это различие, это противоречие, их крайнюю историческую и личную близость и полное несовпадение их конечных результатов, их систем, вот здесь требуется некое мыслительное усилие, на которое англосаксонская наука, англосаксонская философия оказалась в целом в большей своей части не способна. Поэтому было принято самое простое Соломоново решение, а именно просто отрезать всю немецкую мысль после Канта, заявить о ее незначительности, приходящести, историческом второстепенном значении. Таким образом можно избавить себя от труда читать, вникать, понимать и уж тем более развивать или даже критиковать эту весьма непростую и весьма совершенную школу. Это и было сделано, и несмотря на некоторые положительные сдвиги, которые происходили в последние полвека особенно, но также и в XIX веке, в Англии прежде всего, это отношение к трем великим немецким классикам, можно сказать, сохраняется. С оговорками, с неким почтительным реверансом в их сторону, но все-таки они не являются главными и самыми популярными мыслителями из классиков в программах и в общем обиходе англоязычных философов, а также философов, которые, не будучи англоязычными или не будучи англосаксами по происхождению, сегодня подписываются как бы под идеалами, программой и целями так называемой аналитической философской традиции. Это, безусловно, привело к серьезному понижению уровня философской мысли в этих странах. Однако это понижение было как бы не замечено, или считалось, что это не понижение, а естественное развитие, что ничего такого они не потеряли, отказавшись от глубокого изучения немецкого идеализма. Но интересно и то, что отказ от следования по исторической логике от Канта к Фихте, а затем Шеллингу и Гегелю привело к тому, что и сам Кант понимался очень странно, очень ограниченно и очень кургузо в англосаксонских исследованиях. Прежде всего для англичан предметом национальной гордости и вопросом, который не подлежит серьезному обсуждению, является
величие или историческое положение, которое занимает Давид Юм, последний великий из английских классиков философии. Англичане, как бы они ни старались быть объективными, исторически взвешенными, не хотят признать того, что Кант, грубо говоря, порвал Юма как тузик грелку. Они не могут этого признать потому, что фактически это означало бы, что им придется полностью пересмотреть свою научную историю, им придется изменить все программы и оценки, связанные с британским эмпиризмом в своих университетах, в своей научной истории. И кроме того, это, безусловно, хотя и не признаваемое открыто, но существующая неизбежно и всегда национальная гордыня, которая не хочет признать, что другое государство, другая философская и научная традиция может быть выше, лучше, глубже, чем своя, отечественная. Но нигде, может быть, этот предрассудок не является столь пагубным, как именно в философии, потому что здесь, по самому определению философии, она не является национальной наукой, она не является чем-то связанным с национальностью, расой, языком, цветом кожи. Поэтому подлинный философ тот, кто не связан с этими предрассудками или с этими деталями, хотя он, безусловно, понимает, откуда он родом, кто он по языку и какова история его научной традиции, но это не значит, что он зависит в своем мышлении, поскольку оно является чистым философским мышлением, от этих особенностей и обстоятельств. К сожалению, англичане в большей своей части, к счастью, конечно, были и исключения счастливые, но в большей своей части они не смогли подняться над этим предрассудком, и именно этот предрассудок в конечном счете лежит в основании самого появления раскола на аналитику и континентальность, и особенно в продолжении этого раскола, его поддержании, его пропаганде, его обоснованиях, которые продолжаются до сих пор. Итак, Кант должен был быть признан с одной стороны, но при этом, с другой стороны, он должен был остаться все же за Юмом, ниже Юма, и как бы вся основная загвоздка и забота этих интерпретаций английских заключалась именно в том, чтобы, с одной стороны, признать, что Кант существовал, но с другой стороны, максимально обойти, заговорить, замолчать и пропустить, собственно, самое главное, что было связано с Кантом, а именно с его критикой одностороннего рационализма и одностороннего эмпиризма, и прежде всего критикой его и преодолением им философии Юма. Мы видим по истории английской философии, что это преодоление для большинства англичан так и не состоялось, и они по-прежнему уверены, что Юм это величайший мыслитель чуть ли не всех времен и народов, но, по крайней мере, нового времени так точно, и что дальше его пойти невозможно, и мы должны лишь все снова и снова возвращаться к этой могучей фигуре, используя его великие открытия с учетом достижений и потребностей наших дней. Ну и, конечно, подобное одностороннее признание Канта или слепота на один глаз, избирательная слепота, привела к тому, что кантовская мысль, которая в континентальной Европе, по крайней мере в Германии, служила водоразделом и вехой, пройдя которую можно было пуститься в более интересные, более далекие плавания в области мысли, для них Кант оказался своего рода препятствием, камнем преткновения, непонятными граблями, на которые они снова и снова наступают, но не могут даже понять, что это и почему они на них наступают, и что с этим делать. И так продолжается по большей части до сих пор. Тогда как в Европе, континентальной Европе, Кант, строго говоря, был довольно быстро преодолен. Он был преодолен как содержательно, как раз теми самыми тремя великими идеалистами, так и исторически, поскольку даже после временного упадка спекулятивной философии, наступившей после смерти Гегеля в 1931 году, и в начале как раз зарождения позитивистской системы, позитивистских учений, философия очень быстро оклемалась, восстановила свои силы и стала чрезвычайно разнообразной и сложной. В ней не было некоего единого магистрального пути развития, даже в XIX веке, когда она находилась как бы в положении эпигонства, повторения задов, своего рода эклектических комбинаций уже бывших идей и бывших систем.
Но даже тогда в ней были теории, точки зрения, системы, которые старались, учитывая, безусловно, открытие Канта, учитывая его значение в истории мысли, пойти дальше Канта, не быть зачарованным кантовской мыслью, и потому, собственно говоря, находившихся на уровне своего времени, на уровне научного прогресса, который, безусловно, существует не только в естественных науках, но и в философии. Поэтому, когда в самом начале 20 века произошло то самое пагубное псевдооткрытие, а именно, что якобы существует некая отсталая, мистическая, не строгая, склонная к поэтическим метафорам и политической реакции континентальная философия и якобы научная, строгая, доказательная, оперирующая исключительно логическими средствами аргументации, и притом прогрессивная политически британская аналитическая традиция, это открытие было сделано в тот момент, как раз, когда на континенте происходили весьма интересные сдвиги, можно их даже назвать некоторой небольшой философской революцией, а именно появились новые школы мысли, которые не были уже в такой степени зависимы ни от Канта, ни от великих немецких идеалистов, ни даже от позитивизма и всевозможных эклектических метафизических систем второй половины XIX века. Речь идет прежде всего о феноменологии, затем о философии жизни, из которой в конечном счете через несколько лет родился экзистенциализм. Ну, можно сюда приплюсовать, конечно, начавшего оказывать более широкое влияние марксизм и психоанализ или фрейдизм, но эти точки зрения нас будут интересовать меньше, поскольку к философии они относятся гораздо в меньшей степени, являются менее значимыми с точки зрения исторического развития, хотя и очень влиятельными были и есть до сих пор. Так вот, в этот момент, когда в Европе, прежде всего в Германии и Франции, появились оригинальные, интересные новые мыслители, которые уже не были так связаны узами традиции и пытались основать философию даже порой с самого начала, с нуля, как будто бы до них никто ей не занимался, в этот момент как раз произошел этот странный, бессмысленный раскол или выдуманный раскол на аналитику и континент, который, безусловно, привел к тому, что через несколько десятилетий, к середине 20 века, англичане, которые до того, пусть и с большим опозданием, с большими лагами, все-таки догоняли общую европейскую мысль, окончательно от нее отстали и оказались, в общем, в арьергарде философском, хотя сами считали, что они находятся в авангарде, а отстает как раз континент. В этот момент, собственно, и появился повод или материал сырой для того, чтобы как раз оправдывать и подтверждать вот этот бессмысленный, выдуманный, надуманный, искусственный водораздел, раскол, потому что вот эти самые новые авторы, новые школы и новые направления были сведены очень удобно для англичан и американцев вот в эту самую непонятную касту, секту континенталов, то есть людей, которые не верят или недооценивают научную мысль, прежде всего, физику, математику, строгие, точные науки, которые склонны к мечтательности, к тому, чтобы выдавать желаемое за действительное, к тому, чтобы все время оказываться снова и снова в плену религиозных предрассудков или религиозных потребностей. Вообще люди скорее похожи на плохих или хороших поэтов, чем на ученых, и потому, по мнению аналитиков, вообще не имеющих отношения к философии. Эти новые авторы были использованы в темную, как своего рода манекены, как пугало даже, чтобы, показывая на них, как на пример того, как не надо заниматься философией, можно было отпугнуть огромные массы как студентов, собственно, специалистов по философии, учившихся в университетах, так и еще более широкие массы просто заинтересованной публики, которая тоже интересовалась научными вопросами и философией в особенности, от этих новых течений. И эта задача была, к сожалению, во многом достигнута.
Лишь очень постепенно, неорганизованно появилось некое сопротивление этому навязанной точке зрения, навязанной схеме. Но к тому времени, когда она образовалась, все университеты основные, англоязычные, англосаксонские, английские, американские, были уже захвачены как раз вот этой реакционной партией неопозитивизма, которая не дала возможность противоположным взглядам, их конкурентам, внимательно и серьезно относящимся к, собственно, европейской классической философской традиции, к новым прогрессивным, интересным философским течениям, занять хоть сколько-нибудь значительное положение в академической иерархии. То есть континентальных авторов или классических европейских авторов признают в той или иной степени, их изучают в американских и британских университетах, но изучают всегда как некое досадное добавление, как некий досадный аппендикс к единственно верной и проверенной, доказанной научной теории, научной традиции. Их зачастую сбрасывают в другие факультеты. Например, можно чаще всего встретить феноменологических мыслителей, включая и Хайдеггера, экзистенциалистов, марксистов и авторов, не вписывающихся вообще ни в какие измы и строгие водоразделы, в факультетах литературоведения, искусствоведения, истории, литературной критики, одним словом, не чисто философских факультетах, потому что чисто философские факультеты прочно заняты так называемыми правильными авторами, аналитиками, которые оперируют к математике, математической логике, которые постоянно подчеркивают свое родство или преклонение перед естественными науками, перед демократией, перед всевозможными прогрессивными политическими движениями, тогда как континенталы — это люди политически подозрительные, не дай бог склонные к какому-нибудь фашизму, или уж по крайней мере слишком сочувствующие советскому эксперименту. Одним словом, люди подозрительные и неблагонадежные, с которыми лучше в научных кругах не якшаться, не общаться. Существует, конечно, несколько университетов, правда, не очень крупных и не самых известных или не самых влиятельных и богатых, которые отдают европейской классике более серьезное место или даже преобладающее место, но, как правило, это университеты католические, религиозные, для которых европейская мысль в принципе является основополагающей. Это та традиция, из которой они сами вышли и которую они поддерживают, но которая не является, скажем так, самой распространенной и самой поощряемой в большей части британских и американских университетов. Иными словами, произошедший раскол был сначала выдуман, затем ему были найдены удобным для выдумщиков образом примеры, своего рода соломенные чучела, которые не соответствовали тому, что говорили и что думали сами эти авторы, но которые были превращены в некий шаблон, в некую карикатуру, которая затем была выдана как образец или даже как полное соответствие всему, что происходило в европейских философских кругах. И до сих пор при попытке определить, собственно, в чем же находится различие между континентом и аналитическими авторами, все, кто пишет на эту тему, вынуждены признать, что они этого различия провести не могут, что оно для них остается смутным, загадочным, что исторически оно не оправдывается и, в конце концов, что от него давным-давно нужно отказаться. Тем не менее, этот отказ так и не происходит. И более того, несмотря на все экивоки и сближения, можно сказать, что наиболее агрессивные сторонники аналитики даже усугубили свое негативное отношение, перемешанное с невежеством, к европейской классике. Однако надо остановиться на том, как выглядит и с какими целями была создана вот эта самая карикатура на европейскую философию 20 века. Прежде всего, о ком идет речь? Речь идет, конечно, о феноменологии, в первую голову, потому что это долгое время
Вот феноменология и экзистенциальная философия считались своего рода столпами континентальной мысли, континентальной традиции. И когда, наконец, в 60-е годы появились первые журналы англоязычные, в которых эти направления всерьез рассматривались, печатались переводы из авторов этих направлений, то этот журнал и затем общество, которое было создано для развития и пропаганды этих идей в США, так и называлось «Общество феноменологии и экзистенциализма». При том, что, разумеется, и внутри самой феноменологии, и внутри экзистенциальной мысли существуют огромные различия между разными ее представителями, между разными школами, между выводами, которые они делают. Не говоря уже о том, что даже большая половина континентальных европейских мыслителей, французов, немцев, итальянцев, голландцев, вообще не являются сторонниками ни феноменологии, ни экзистенциальной мысли. У них своя интересная связь с традицией, свои корни, своя программа, свои проблемы, свои решения. Достаточно сказать, например, о таких авторах, как Башляр, или Тейяр де Шарден, или Николай Гартман, который вообще не вписывается ни в то, ни в другое крупное подразделение. Между тем, эти авторы приравниваются или, по крайней мере, не отличаются от первых двух крупных порядков. Ну и, конечно, главным, что ли, ярким с точки зрения англоамериканцев представителем и даже вождем континентальной философии стал очень быстро и до сих пор считается Мартин Хайдеггер. Получился своего рода парадокс. Еще в начале 60-х годов, открыв любой, особенно британский, но и американский журнал по философии, можно было встретить сугубо пренебрежительные, насмешливые и агрессивные опровержения или даже скорее шельмования Хайдеггера. Как правило, речь шла о том, что если выходил с большим запозданием очень редкий перевод какой-то работы Хайдеггера или книга о Хайдеггере, то хошь не хошь, а надо было написать на эту книгу или на этот перевод рецензию. И вот некий представитель так называемой научной неопозитивистской мысли, скрипя зубами, должен был вчитываться в эту галиматью, по его мнению, и писать, что он по этому поводу думает. Думал он, как правило, очень плохо. Говорилось спустя уже почти 100 лет после Милля и Конта о пресловутой тевтонской темноте, о муте, о двусмыслицах, о вербализме, о том, что это все слова, а не мысли, что это плохая поэзия, что это сплошные метафоры. Наконец, был выпущен из недр британского языка такой специальный термин для этого всего безобразия, как wool gathering, то есть дословно собирание шерсти. Это был лучший термин для описания всего, что было непонятно англичанам или американцам в немецкой, французской или итальянской мысли. Что означает этот термин? Он означал в свое время сбор обрывков, ошметков шерсти, которые оставались на кустах, заборах после того, как мимо них проходили стада овец. Поскольку шерсть была дорогой и очень ценилась, это был, собственно, главный продукт в средние века британской промышленности, британского народного хозяйства, то нельзя было даже эти маленькие кусочки, ошметки оставлять без дела, поэтому люди, не задействованные в основной работе, как правило, дети, женщины или старики, которым все равно было нечего делать, посылались на это задание ответственные и должны были несколько часов, иногда целый день, собирать эти ошметки, кусочки по всем окрестным заборам. И поскольку со стороны их занятие выглядело очень странно, они должны были сначала увидеть этот кусочек, затем нагнуться к нему или дотянуться на него на каком-то высоком месте, потом положить его в некую котомку, потом искать следующий. Одним словом, со стороны они выглядели ненормальными. И вот с тех пор это слово стало своего рода синонимом для бессмысленной, безумной, на грани психического расстройства деятельности. Потому, как всегда, удачно в этом смысле, как раз в смысле нахождения емких разговорных идиоматических выражений, англичанам отказать нельзя в ловкости, был придуман, или вернее использован этот старый термин для обозначения всей континентальной мысли. То есть вся континентальная мысль — это собирание шерсти.
вместо того, чтобы заниматься чем-то серьезным, вместо того, чтобы искать доступные нашим органам чувств и нашему четкому математическому рассудку вещи, процессы и явления. Так вот, если еще в начале 60-х годов можно было на каждом шагу встретить подобные пренебрежительные «фе» со стороны англичан и американцев в сторону Хайдеггера, то уже в 70-е, 80-е и уж особенно к началу 21 века настроение настолько изменилось, что теперь о Хайдеггере наоборот говорилось как о классике, как о гении, как о самом великом европейском или даже мировом философе 20 века, которого мы все должны читать, почитать, комментировать, понимать, что без его изучения нельзя быть философом. То есть произошел какой-то странный сдвиг, перелом в отношении к конкретной одной фигуре. Пожалуй, неслыханный, удивительный, потому что, например, даже при всей враждебности к немецким идеалистам в XIX веке, их, по крайней мере, все, кто интересовался философией, знали, хотя бы понаслышке, и могли хоть в общих чертах изложить их основные теории, и, по крайней мере, их никто не называл безумцами и собирателями шерсти. Здесь же всего за несколько десятилетий произошел какой-то странный поворот, смена ветра, и тот, кого всячески третировали и высмеивали, вдруг стал классиком живым или уже не совсем живым. Но при этом произошло еще и то, что все остальные авторы, континентальные, немецкие, французские, оказались задвинуты на второй, а то и третий план, и их изучение, как бы само собой уже подразумевалось, можно им этим изучением и не заниматься. Достаточно одного Хайдеггера, тем более, что написал он, слава богу, больше 100 томов, которые тут же начали истово переводить на английский. Одним словом, если вы хотите заниматься так называемой континентальной философией, вот вам 100 томов Хайдеггера и не чирикайте. Можете всю жизнь заниматься только чтением и пересказом его замечательных мыслей. Это очень странное событие, но в нем, безусловно, есть и определенная злая воля, потому что, во-первых, Хайдеггер не является в действительности главным или самым великим мыслителем ни континентальным, ни европейским, ни тем более мировым 20 века. Хотя, может быть, наиболее прямолинейным и доступным для своего рода карикатурных пережимов, передержек и подобных примитивных сопоставлений, скажем, с аналитиками вроде Рассела или Витгенштейна. Именно для того, чтобы сузить градус и поле изучения серьезной европейской мысли, он и был выдвинут на первое место, потому что тем самым был дан карт-бланш определенному историческому невежеству. Было как бы разрешено официально профессиональным философам знать только Хайдеггера, ну, может быть, еще 2-3 фигуры вроде Гуссерля или Сартра, тогда как все остальные автоматически зачеркивались, считались уже неинтересными, имеющими лишь историческое значение, потому в сущности их никто толком не читает, не переводит и уж тем более не комментирует. Таким образом, странное, неожиданное поднятие на щит Хайдеггера было отнюдь не вызвано серьезными научными соображениями и вовсе не было признанием англичанами или американцами того, что немцы все-таки кое-что сделали в философии, в том числе и в 20 веке, а было скорее определенной хитростью, тем самым знаменитым «разделяй и властвуй», которое, кстати, англичане использовали не хуже древних римлян и при построении Британской империи, и особенно в своей культурной борьбе с конкурентами по Европе и по философии. Именно благодаря гипертрофированному вниманию, гипертрофированному подъему Хайдеггера за счет остальных немцев, французов, итальянцев и так далее, европейская философская традиция 20 века оказалась вывернута наизнанку, искажена, обеднена, и тем самым был совершен акт, который до сих пор, безусловно, в своих вредных последствиях даже не осознан, не говоря уже о том, чтобы его исправить. Собственно, пока существует Хайдеггер как жупел или чучело образцового континентального философа, образцового заумного немца,
Не может быть и речи о том, чтобы европейская мысль 20 века, которая по сути является все еще современной мыслью для нас, последним в какой-то степени словом философского мышления, была по-настоящему изучена, оценена и произведен необходимый отбор между более ценными и менее ценными персоналиями, книгами и теорией. Поэтому борьба с аналитикой, как бы парадоксально это ни звучало, означает также борьбу с чрезмерной популярностью и с чрезмерной востребованностью или видимостью в изданиях и в дискуссиях Хайдеггера. Казалось бы, ведь он же главный противник и главный антианалитик из всех возможных. Но, как ни странно, он является союзником, пусть и невольным, англосаксов в неопозитивистском оболванивании человечества. Поскольку, как известно, для того, чтобы победить врага, его нужно сделать смешным, его нужно сделать безопасным и комичным, своего рода полезным дураком. И вот, к сожалению, роль такого полезного дурака, на словах всячески восхваляемого, а по сути давно безопасного и даже помогающего врагу, начал играть Хайдеггер. Об этом, к сожалению, почти никто не догадывается. И долго еще, наверное, будет не догадываться. Но только после преодоления и свержения этого идола со сцены европейской мысли мы сможем, наконец, выйти на широкий простор для собственного свободного мышления и, наконец, понять, что произошло в европейской и мировой философии в 20 веке.